Общий салам алейкум всем. Сегодня появилось свободное время, и вот решил записать ролик касаемо происхождения наших братьев кыргызов. Вот. До этого момента я насобирал очень много информации, и вот у меня все, как говорится, сошлось, склеилось, пазл. Сейчас я попробую это все описать, изложить. Вот сегодня я на русском языке это специально говорю. До этого я на казахском языке этот ролик выпустил. Но так как сейчас много, так скажем, кыргызов и казахов наших тоже современных, которые в основном употребляют в пищу информацию на русском языке больше, чем на своем родном кыргызском или казахском. Поэтому, чтобы до них эта информация дошла, я сейчас на русском языке это изложу. Вот. Так. Попрошу терпения, внимания. Разговор долгий будет, поэтому подробно то, что я хочу сказать, чтобы что-то не забыл, я последовательно буду излагать, потому что информация разная, с разных источников, с разного времени и так далее. Она собрана у меня, так скажем, за всю жизнь то, что я собрал. Вот сейчас у меня, как говорится, это историческое исследование, оно сейчас, можно сказать, закончилось. Ну, как закончилось? Оно подошло к логическому завершению. И я могу сделать определенные выводы. Но дальше тоже можно будет поработать на эту тему. Но это, можно сказать, это процесс такой длительный. Если время будет, дальше продолжу. Так, ближе к теме. Значит, вот не так давно я в интернете, значит, изучая материалы разных, так скажем, авторов на эту тему по поводу происхождения кыргызов, я наткнулся на очень такие хорошие, значит, самое главное, правильные, как я вот и посмотрел, значит, соотношение их с историческими источниками, они очень правильно заметили, значит, именно вот этот, значит, информацию, касающуюся первопроисхождения кыргызов. Точнее, неправильно выразился. Тоже когда что-то торопишься что-то сказать, вот здесь я сейчас на диктофон записываю, и все время надо говорить, а не думать. Вот что плохо в этой ситуации. Обычно, когда говоришь, надо, подумав, хорошенько взвесив фразы, так скажем, произнести предложение, которое должно нести определенный смысл, содержательный смысл. Вот. А когда вот так по диктофону говоришь, там вот эти паузы не выдерживает, так скажем, слушатель, и тоже поддаешься этой, значит, неправильной логике, так скажем, изложения. Так,
о чем я сейчас, на чем остановился? Касаемо, значит, происхождения кыргызов, вот эти некоторые умные люди заметили правильную информацию. Так, сейчас я зачитаю некоторые из них, и тогда вы уже поймете, ближе к теме будет, что было в них описано сейчас. Так. Сейчас, секунду. Вот одно предложение. Этноним кыргыз состоит из двух слов. Кырык ас, 40 ас. Кыргызы в древности состояли из 40 племен асов. Имя главного героя киргизского эпоса «Манас» переводится как «Я ас». Эпос «Манас» включен в список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а также в Книгу рекордов Гиннесса как самый объемный эпос в мире. По эпосу у Манаса были 40 воинов Чоро. Также Манас был из области Талас, пишет. Талас переводится «поле, земля асов». Вот такое замечание, такая информация, значит, проскочила. Дальше в памятнике 7 века Тонукок, значит, это был соправителем Бельге Кагана в Восточном Тюркском Каганате. В этом памятнике, написанном на стелле, да, вы, наверное, все в курсе, стелла 7 века, найденная там на территории Монголии. Вот. Там его расшифровали, и вот там, говорит, там сообщается про поход на кыргызов, и называют их азами. Кыргызов называют азами, говорит. Вот. И вот здесь он приводит этот перевод. В общем, резюме, в этом памятнике кыргызов называют аз. И кыргыз означает 40 ас. Вот, еще, значит, источник такой. Так. Далее вот пишет такое сообщение. Мухаммед ибн Хонд Шах ибн Махмуд, 1433 год, 1498 год, это годы жизни, более известный как Мирхонд, персидский историк, в своем труде Раузат ас-Сафа, сад чистоты, сообщает, что кыргызов называют асами. Вот что он пишет. Это крепость в высшей степени неприступная на широкой горе, и обширность той горы такова, что там помещается население тех округов. И народу в тех округах много, однако кыргызов называют ас. И поблизости от той крепости есть гора, вознесла в небеса вершину, подъем на вершину той горы представляет затруднение. И разъяснение кыргыз известно. Кыргыз на языке монголов означает 40 мужей. 40 мужей написано. Ну, это на русском языке переводчики вот так, в таком виде преподнесли на языке монголов. Ну, сами знаете, кого они имели в виду, монголы, когда говорили. Дальше вот здесь приводится сообщение. Китайские источники асов называли уз. Так, в Юань-Ши, история династии Юань, значит, страница 487 пишется. Киргизы ведут свое происхождение с тех пор, как 40 девушек земли Хань
китаянок вступили в брачный союз с 40 мужчинами из рода Ас, из рода Ус, Ас, в скобках. По этому значению и назвали свои земли Крк-Ас, Крк-Ус, 40 асов. Так, дальше. В Ромадин, готовивший к изданию труды Бартольда, основываясь на том, что в сочинении VII века Бадаят Таварих кыргызы называются асами. Вот, и ссылаясь на Бартольда, российский советский востоковед, тюрколог, арабист, исламовед, историк, в своих трудах сообщает: в рунических памятниках асы зафиксированы как тюркские племена и представлены как ветвь кыргызов в долине реки Чу. Бартольд. Вот эти выдержки я вам сейчас в ролике там выложу, и вы сами там остановите и посмотрите, прочитаете их. Я что хотел, значит, от себя, вот теперь я вот к этому, вот эти вещи я значит, вам привел, от себя я вам теперь, значит, изложу то, что я знаю. Теперь касаемо асов или азыков. Вот здесь я там вам привел, да, насчет азыков, да, или упустил этот момент. По-моему, я там в основном на асы, да, сделал упор. Но здесь именно было, что азык называют. Так, сейчас, секунду. Вот. Значит, Аристов одним из первых связал уйсунов с древними кыргызами. Примерно во II веке до нашей эры они под давлением хунну двинулись на Тяньшань. Хунну я вам в других роликах уже говорил, что это аргыны казахские. Вот под давлением аргынов двинулись на Тяньшань. Имя Уйсуны его носители получили от названия господствующего племени, а истинное название последних всегда было кыргыз, говорит. Ученый племена Асиги и Гешу, союз Нубиши, Будунов, народ 10 стрел, считал потомками Усуней и сопоставил их с названиями кыргызских родов азык. Аристов племя азыков рассматривал как этносообразующее племя древних кыргызов. Вот видите, этносообразующее племя древних кыргызов. Однако в советское время гипотеза Аристова, считавшего кыргызов потомками Усуни и теми самыми древними азами, по понятным причинам была забыта. За все время существования СССР ни один историк, кроме Бенштама, не связывал Усуни с древними азами или кыргызами. Так вот, теперь далее. Вот мы подошли к именно древним азыкам. Азык называют племя, тюркское племя. Что это за племя? Теперь я вам сейчас дальше расскажу свою историю, которую я изучал и к чему я пришел. Я вам в ранних роликах, в других роликах я вам рассказывал, там, например, в ролике про украинцев и казахов, про нашего предка Арыса, или правильно его Анарыс назвали. Греки назвали Анархисис или Анархасис, Анахарсис. Вот. Значит,
Это я изложение там, значит, опирался на труд нашего предка, казахского предка, жившего в 17 веке, Казбек Тауасарула. В книге Туптухьяннан Өзмешин. Вот эту книгу я долго там в этом ролике про украинцев я много там рассказал, как этот труд был найден, как он сохранился до наших дней, как его опубликовали, что он, значит, Казбек Тауасарула, предок Ураза Джандосова, нашего репрессированного в 1937-х годах 20 века. Вот это я все рассказывал. Вот. Теперь я, значит, опираясь на эту книгу Казбек Тауасарула, вам приведу, значит, его описание Ата Шежре нашего, казахского Ата Шежре, где он, значит, описывает, значит, нашу родословную, как мы происходим, как мы, казахи, ведем свою родословную от казака, от нашего предка по имени Казак. Вот я вам сейчас в ролике это выставлю, и вы будете смотреть на него. И вот смотрите, там начало Кадыр Калша. Вот от Кадыра наш предок Алаш. От Алаша Жайык. Вот Яик, река, Урал сейчас называется. Вот это, скорее всего, по предку нашему Жайык название несет. От Жайыка Казак, наш предок Казак. Вот от Казака два сына, Жуман, Туман. Вот от Жумана дальше, значит, два сына, Арыс и Сабр. Вот. От Арыса 6 сыновей у него. Ак, Пан, Жан, Бол, Бек, Бал. Вот вы видите их там в таблице. Вот. Дальше от Ах, Пан, Жал, Бол, Бек, Бал. Вот это и есть Алты-Алаш, потомки этих сыновей называются у казахов Алты-Алаш. Они и есть прародители, значит, казахов всех трех жузов. Улы-жүз, орта-жүз и кіші-жүз. Вот этих трех жузов. Это вот эти как раз потомки Ак. Вот Ак-Арыс, это улы-жүз называется. Жан-Арыс, это орта-жүз называется. И Бек-Арыс, это кіші-жүз называется. Вот это есть Ата Шежре, наша главная родословная. Дальше вы сами там можете посмотреть, где там Кыпшак, где там Аргын, где Найман, где там Кирей, вот все Вак, все наши роды, откуда ведут начало. Теперь далее я вам скажу, что вот от Ак, предка Улы-жүза, через вот Ан-Арыс, Арыс, он жил примерно 2500 лет назад, 2600 где-то лет назад. Вот от него далее, именно по линии Ак,
к которому сейчас относятся в основном все казахи, Улужуза, Ахарес. Вот по его линии где-то примерно через 400 лет, примерно 1-2 век до нашей эры, рождается такой Ельсау-Би. Вот Ельсау-Би, я про него рассказывал в роликах про Хунну, где я показывал, что хунны – это казахские аргын. Вот. И вот в этом, значит, в этом ролике про хунну я очень много рассказывал про Ельсау-Би. Вот. Ельсау-Би – это как раз это прародитель уйсунов, так скажем, Улужуза. Вот. Но он при этом прародитель всех последующих тюркских каганов, которые будут потом жить примерно в VI-VII веке нашей эры. То есть, если он 1-2 век до нашей эры жил, то 6-7 век – это примерно 800, примерно 900 лет после него, после Ельсау-Би. Его потомки будут вот этими тюркскими каганами, которые вот Бельгия каган, Культиген, потом Культиген, кстати, не Культиген, правильно, Кунтиген. Это тоже все искажения, вот эти китайские там эти иероглифы или там, не знаю, кто там переводил, да, в общем, они звуки искажают, поэтому сильно на них не опирайтесь. Бумын каган, скорее всего, не бумын, а там может быть тумын или туман, может, каган, потому что буква «Б» тоже может искажена. Вот. Истеми более-менее правильно дошло до нас. Это Естем каган, Естем. Вот. Это тоже потомок вот этого Ельсау-Би. В общем, все вот эти тюркские каганы – это потомки вот этого Ельсау-Би, который как раз был скормлен якобы волчицей. Вот эти тюркские легенды о скормленном, предке тюрков, Коктюрк, вот, скормленный волчицей. Это на самом деле вот Ельсау-Би, но он был скормлен не волчицей, а этой самкой барса. Это я тоже там в том ролике подробно все это рассказал. Так, теперь я к чему это сейчас это все предысторию говорю. Вот у этого Ельсау-Би, я к нему сейчас подвел вас, откуда он ведет начало родословно. Вот у Ельсау-Би, который жил 1-2 век до нашей эры, значит, был сын, старший сын Нулы. У него еще было 10 сыновей, а в общем было 23 детей, было количество 23, из них 10 сыновей было. Старший был Нулы. Вот. После Нулы Дулы, и там дальше по таблице я сейчас вам ее, так скажем, приведу здесь. Вы увидите. Вот Нулы, Дулы, Ерте, Кек, Бер, Көнбіс, Шор, Қалыш, Дүр, Көлби. Вот 10 сыновей. Вот этот Нулы, он умер рано, скончался рано, там неизвестно по какой причине, но, в общем, он это рано умер. Может, болел, может, еще что-то. В 22 года пишет, Казбекбек Таусарұлы пишет, в 22 года
Вот имена вот этих сыновей Ель-Сауби тоже Хазбек Таусарлы вот в своей книге конкретно приводит их названия, ну, имена. Вот. Нулы, когда скончался, кстати, про Нулы сначала скажу. Вот Нулы – это как раз тот золотой человек, которого нашли возле вот урочища значит, города Есык, сейчас Есык называется, раньше Исык назвали, возле Алматы. Возле Алматы. Вот этот золотой человек, который сейчас является символом независимости Казахстана, вот ему стеллу поставили на главной площади Алматы. Вот он там на барсе, на крылатом барсе. Вот он летит как бы. Это тоже, между прочим, не просто так на барсе его изобразили. Вот как раз вот это и нюанс такой, который, почему барс. Вот я уже говорил, что Ель-Сауби, его отец как раз Нула, скормлен барсом был. Вот это тоже один из нюансов. Вот этот золотой человек, это и есть Нула, старший сын Ель-Сауби. Он рано умер, скончался, и, значит, такой был особенность такая была, что, по идее, он, как наследник Ель-Сауби, трона, главный наследник трона, но он уступил свой трон второму своему брату Дулы. Дулы стал ханом Уйсунов в то время. Вот, а Нулы, он, наверное, по состоянию здоровья, наверное, уступил, скорее всего. Вот. Теперь дальше. Это все реальные люди, жившие у нас. Это наши предки казахов, вот, жившие как раз на земле у нас, на земле нынешнего Казахстана, вот, в районе Жетсу. Вот. У Нулы остались 4 значит, сына маленьких. Хоть он сам в 22 года скончался, вот, но он оставил 4 сыновей. Вот эти 4 сына здесь приведены. Это как раз вот эти Абыл, Албан, Азык, вот это Азык, о котором мы сейчас ведем речь, и Санжар. Санжара прозвали Жөншенар. Вот эти 4 сына, это вот эти сыновья вот этого Нулы, вот этого золотого человека. Вот Абыл и Албан, вот их потомки Абыла и Албана, сейчас как раз основная часть казахов Улы-Жүзі – это вот их потомки, это их солардың ата-бабалары. Вот как раз от Абыла произошли дальше вот эти все роды там Улы-Жүзі, основные там Жалайыр, Шапрашты, Албан, Суан, там кто еще? Исты, Ошақты, вот как раз от вот этого Абыла произошли. Вот. Но Албан следующий, вот нынешний, который Албан называется, это потомки вот этого Албана. Ой, точнее, не Албана, потомки вот этого Абыла, нынешней Албаны. Это чуть-чуть другие, так скажем.
Ну, хотя от одного все предка, конечно, ну, название нынешних албанов это вот от потомка вот этого Абыла, который сейчас здесь первым указан. Так, теперь дальше, конкретно касаемо Азыха. Вот этот третий сын, это и есть Азых. Вот то, что мы называем сейчас, ну, в смысле, вот эти исследователи все сходятся значит, к племени Азых, вот как раз вот это все упирается вот в этого Азыха, который вот в этом шежире указан. Почему, я вам сейчас это объясню. Это тоже я не просто так к этому пришел, потому как я изучал дальше, значит, что происходило в то время. В те времена, когда Ельсауби, значит, он скончался, он же в то время, значит, был уже стариком, когда... Так, давайте подробнее сейчас коснусь именно вот этой истории, связанной вот с этим Азыхом, Нулы и так далее. Смотрите, вот Хазбекбек Тавасарулла пишет в своей книге такую вещь. Значит, Ельсау-би был уже 74-летним стариком, когда китайский император, он даже называет его имя, Уранфай, присылает ему свою дочь, младшую дочь, пишет, значит, в невесты Ильсауби, для того, чтобы жить с уйсунами в дружбе, как раньше делалось. Вот, Хазенберг. И почему? Потому что уйсуни в то время, значит, воевали с китайцами, и уже вообще у Ильсауби было уже такое серьезное намерение там, в общем, завоевать Китай. До такой степени китайцы боялись от казахов в то время. Вот. И китайцы вели такую политику, они, как говорится, разделяя и властвуя, с хуннами стравливали уйсунов. Вот это и есть хунны, это же аргыны. Вот уйсунов с аргынами стравливали, аргынов на уйсунов натравливали. И вот таким образом они расшатывали наши народы, наш безнеелимзды. И он прислал вот эту дочь свою. Вот здесь даже он пишет имя дочери Шайжан. Ну, говорит Хазбекбек Тавасарулы, говорит, Ельсауби, он уже, и так у него было 5 жен своих, вот, и ему 6-я жена вообще в таком возрасте ему, честно говоря, вообще не нужна была. И он отдает ее, выдает ее за своего внука. А внук был вот этот Санжар. Санжар – это вот этот 4-й сын Нулы. Вот он, значит, женит китаянку эту вот на Санжаре. Ну, видать, они вот примерно ровесники были. Вот. Дальше вот пишет Хазбек Тавасарулы. Вот этот Санжар, Джуншинар, он вообще в последующем кімдерге Қытай қатындарына құмар болды дейді. Ну, ему, видать, китайские эти женщины ему понравились, и он женился, несколько жен, короче, взял от китайцев.
Вот такой был наш предок, так скажем. Вот. И, в общем, соответственно, наплодилось много детей от китаянок, то есть Наашир, ихние китайцы были. Пока они росли, ничего такого особо страшного не происходило. Я отхожу дальше от темы. Вот он женился на вот этой Шайжан, китайской вот этой принцессе. А эта Шайжан, китаянка, она сильно расстроилась, что не стала женой такого крутого хана Кунби, как Ильсауби. Она вообще, когда ехала, ей, видать, описали, что он там крутой хан, крутой царь, и ты будешь его женой, вот, ну, любимой там женой, там, Гюльчатай. А на самом деле этот Ельсауби отдал ее за своего внука. И она расстроилась, что она стала женой простого там казаха, а не крутого хана, как говорится. Вот. И, в общем, сильно расстроилась, переживала и долго, в общем, не смогла вынести такое. Может, там для нее это было там позором, может быть, считалось. Но она тоже там же, принцесса же там тоже не последний человек в Китае, там императора дочка. Вот. И это через 5 лет, говорит, она скончалась, ну, умерла от депрессии. Вот так пишет Казбекбек Тавасарлы. Это все он исторические вещи пишет, он не просто так там придумывает, а он факты пишет, как было. Это все зафиксировано было его предками, вот Казбекбек Тавасарлы, которые жили в разное время, были грамотными людьми. Соответственно, вот такое шижре там в написанном виде до него дошло до 1700-х годов примерно. В общем, до 17 века дошло вот это записи. Вот. Старые записи вот дошли до этих времен. 2000-й давности история, информация дошла в его время. Дальше пишет такие вещи. Вот когда этот Санжар, значит, женившись на многих, ну, на нескольких жен из Китая, эти дети стали, ну, выросли. И, соответственно, когда они выросли, уже время пришло к таккаталас, как по-русски сказать. Это когда распри за трон начались. У вот этих потомков Ильсауби начались распри за трон, кто будет наследником трона. И, соответственно, от казахов, которые родились, значит, потомки Ильсауби, они не признавали там полукровок с китайцев у этого Санжара. Понятно же, да? Это вот как сейчас, допустим, казахи не любят там шалаказахов, допустим, перемешавшиеся там, как их называют, метисы с русскими, там, которые перемешались, обрусевшие казахи. Вот раньше точно так же окитаившись казахами не переваривали казахи. Вот. И вот на этой почве начались распри, и вот это наше государство стало внутри междоусобные вот эти разногласия, и друг на друга начали обижаться, ссориться начали князья, так скажем. Вот. А когда обиды начались, они стали, в общем,
откачевывать от ставки Орды. А когда они откачевывают, за ними же целый, так скажем, народ, у каждого князя там свои там роды подчинений там с ними, которые кочуют. И они вот так же, как во времена, допустим, Абул-Хаира, хан Кирей и Жанибек, например, откочевали от Абул-Хаира, отделились, и вот казахское ханство там в 15 веке создали вот по истории. Это ближняя история, так скажем, нынешняя, к нам ближе история. Вот примерно так же в то время откачевывали вот, значит, казахи со своими родами. И вот в те времена как раз вот потомки вот Азыка вот этого, а было и Албана, например, еще другие там потомки там других сыновей, там 10 сыновей, сами знаете. Вот во время вот этих распрей, еще в это время там войны с Китаем, и совсем государственность наша стала распадаться, и начали, значит, друг от друга откачевывать, уходить в другие места. Вот как раз в те времена и вот Азыка потомки вместе с другими родами в то время, которые, значит, кочевали, ну, жили вместе рядом там с Улыжузом казахом, там и Уртажус, там все вместе, в общем, жили. В то время, вот как сейчас называют тюрки, да, многие, они все вместе жили вот в этих, значит, землях, почти центральной Евразии полностью вот заняты были нашими предками. Вот. И вот как раз азыки перекочевали в сторону Енисая, там Байколя, Байкал нынешний, вот там возле гор Саян, и там построили свое государство кыргызское. Вот, и как раз в то время, как раз, видать, их и назвали Кырык-Азык. Кырык-Азык, вот это и есть, коротко, наверное, Азык назвали, наверное, вот. Или асики, там то, что пишут, там, может, по-русски, может быть, это азыке, может быть, азыке, как у нас в казах сокращают. Ну, как бы там ни было, вот эти 40, видать, родов было вместе с азыком, вот, которые сформировали как раз вот этнос кыргыз. Вот то, что мы нынешние сейчас называем кыргызами, вот это и есть азык и рядом с ними сопутствующие там племена и роды, которые вместе там кочевали. Вот. А самое, как скажем, их стержень, азык, это вот как раз родоначальник их, вот этот азык, который сын Нулы, который внук Ильсауби. Вот. Таким образом, я вам в резюме говорю, вот Улы-Жүз, он происходит вот от Албана в основном. Вот. А вот Азык, это он родной Улы-Жүзу, родной брат вот этих Албана и Абыла, вот, и Санжара в данном случае. То, что вот казахи и кыргызы говорят, поговорка такая, казах, кыргыз, бір туған, вот это и есть, вот казах, кыргыз, они родные народы, родные братья. Вот это и есть вот конкретно, вот я показываю, в каком месте они родные сходятся, в каком месте они, их предок соединяется, в каком месте родословная сходится. Вот это я хотел вот рассказать в этом ролике, так скажем, на русском языке, чтобы русскоязычные
братья кыргызы тоже услышали это, увидели и поняли, откуда название у них идет и как они связаны с нами, казахами, как они близки. То есть мы с одной родословную ведем. А где она сходится, я вам примерно время скажу. Вот если Ильса-Би это 1-2 век до нашей эры, то его вот эти внуки, Азык, Абыл, они родились как раз примерно в 1 век до нашей эры. Вот 2100 лет назад казах-кыргыз, они были вместе, родными братьями. Вот я вам показываю, в каком месте мы начали, разделились как народы в последующем поколении, так скажем, разделились. Теперь с разными названиями, разные государства у нас сейчас, Кыргызстан и Казахстан, но фактически мы одного рода племени. Теперь я вам эту показал же ата шежіре. Теперь я вам могу на основании этого родословной вам сказать, что казах, кыргыз бір туған, да, и мы, казахи, называем себя казах по нашему первопредку по имени Казак. Вот смотрите, по этой родословной кыргыз, азыки, они и есть потомки этого казака по-любому, который наш первопредок. Вот посмотрите. Прадед этого Азыка, он по-любому сходится к казаку. Поэтому мы по праву можем назвать себя и кыргызов тоже казахами. Хотя они сейчас сильно этому сопротивляются, что казах это казах, а кыргыз это кыргыз. Могут пусть хоть сколько сопротивляться, но по шежире казах идет дальше наш предок. Наш предок идет дальше, чем Азык, который является потомком этого казака. Азык родился, если казах родился примерно 3000 лет назад, около 3000 лет, 2800, так скажем, а Азык родился 200 лет назад. Получается 700 лет разница между первопредком нашим казахом и первый прародитель кыргыза. Я это все говорю не для того, чтобы кого-то унизить, сказать, что кто-то младшие братья, не младшие братья. Я это все говорю для того, чтобы вы понимали, насколько мы близки друг к другу, что мы родные народы, родные братья. Поэтому мы всю эту нашу жизнь, историю, да, так близко друг к другу по-братски относимся и по-братски живем вообще. Я об этом хочу сказать. Времена были разные в истории, как говорится, в семье тоже бывают разные, ссорятся, братья, родные и так далее, опять мирятся и так далее. Но факт то, что мы сколько тысяч лет прошло, да, кыргызы и казахи, они рядом, всегда рядом, в основном всегда рядом. Когда казахско-джунгарская война была, она тоже была, стравливали нас, стравили. Опять же, эти китайцы и эти
западные и русские тоже там, они стравливали нас. Тоже родные наши народы, вот эти калмаки. Калмаки тоже наши родные. Вот. В это время, когда мы с ними воевали, кыргызы были рядом с нами. Рядом с нами вместе воевали плечом к плечу против джунгарского нашествия. Вот это я хотел тоже вспомнить, тоже из истории факты. Вот. Теперь дальше, что я хотел, значит, в этом ролике сказать, чтобы не забыл. Теперь смотрите. Теперь интересные вот такие нюансы. Вот этот город Туркестан у нас в Казахстане, возле Чимкента, где находится мавзолей Хожа Ахмета Яссауи. И раньше его назвали этот город Яссы или Асы. Ну, по-казахски Асы назывался. Асы. А вот там по вот этому таджикско-персидски Яссы назвали. Поэтому Хожа Ахмет Яссауи из Яссы. Вот. Вот это есть Асы, это как раз таки вот это название, вот это азыка, то есть асы или ас или аз или асы, это есть азыки вообще на самом деле правильное название. И я вот предполагаю, что вот этот город Туркестан, его древнее название Асы, как раз потому, что или его основали, значит, азыки, или он находился там, где вот жили азыки. Вот я к этому веду. То есть не просто так. Значит, род азык имеет конкретное прямое отношение к этому городу Туркестан, нынешний Туркестан. Потом вот этот Есык, где вот этот золотой человек нашли, раньше назывался Исык. Это все тоже искаженное. На самом деле не Есык и не Исык, а Азык, правильное название вот этого места, где этот Есык находится. Азык. И там есть перевал и Жайляу Асы, Асы Жайляу Бар. Вот именно в том месте, где Исык сейчас находится. Вот. Это все говорит о том, что правильное название Азык, этого значит, места, где нашли вот этого золотого человека, Алькей Маргулан или... Нет, Акишев, по-моему, Акишев археолог нашел этого золотого человека. Сейчас в музее Казахстана находится. Вот он как раз нашел его в районе вот этого Есыка или Азыка. Так вот, правильное название должно быть Азык. Тоже по названию рода Азык. Это я все говорю для того, чтобы показать, что конкретное отношение кыргызов к этим местам имеется. Есть конкретное к ним отношение. То есть их первопредки жили вот в этих местах. И в Есыке, и в Есыке, Азыке, и в Туркестане. Теперь дальше, смотрите. Дальше я что вам расскажу. Вот этот всемирно известный, значит, Амир Темир, известный как Тамерлан, его считается, что он происходит из рода Барлас. Я много таких источников, когда исторических сталкивался, там вот это часто вот это упоминается. И вот пишут все время Барлас. Правда, переведенные на русский язык это источники. Значит,
он из племени Барлас пишет. Я думаю, вот исходя из своего, так скажем, интуиции своей, я думаю, скорее всего, почему я о нем заговорил? Почему я о нем заговорил? Потому что, дальше смотрите, его внук Улугбек построил как раз вот этот мавзолей Хожа Ахмета Яссауи в Туркестане. Это он построил. Вот с обсерваторией, астрономической обсерваторией Улугбека. Это внук вот этого Тамерлана, так скажем, Амир Темира. Я думаю, что он не просто так, во-первых, там на Асы, в Туркестане, во-первых, не зря он там построил этот мавзолей. И потом не зря он внук Тамерлана, Амир Темира. Теперь смотрите. Вот Барлас, наверное, я думаю, что Барс Аз, может быть, правильное название его рода Тамерлана, который искажают как Барлас там и так далее. Вот этим названием родов, дошедшим там до нас, да, исторически, в исторических источниках, особо сильно доверять нельзя, потому что они сильно искажаются при переводах с китайского языка, с персидского языка, с любых иностранных языков. Наши вот казахские, тюркские там названия, имена, они сильно искажаются. Буквы меняются, звуки меняются, там невозможно даже некоторые вещи там узнать. Если вы знаете оригинальное название, да, и потом вот случайно, допустим, узнаете, как назвали, допустим, китайцы или там персы, например, да, вы просто в шоке будете, насколько искаженно это все. Поэтому вот этим буквам сильно не доверяйте. Вот в данной ситуации Барлас, я думаю, что она близко по звучанию, но, скорее всего, может быть Барс Ас или Быр Аз. Может быть, Быр Аз, Волк Аз, например, или Барс Аз. Вот это все касаемо азыка, ас и асы. Вот почему я про это говорю, про Амира Темира, задумался я. Потому как я изучал его биографию, давно я где-то читал про него в книгах, и там лет 20 назад, по-моему, там было написаны такие моменты, я вам скажу. Вот этот Амир Темир в молодости, он был вообще барымташы, қазақша, барымтой занимался. Он угонял скот, лошадей. Я знаю, что барымташы – это в основном казахская такая национальная, так скажем, традиция, конократство. Я удивился сильно, почему вот у него такое в биографии проявляется. Вот. Он в молодости такой был дерзкий джигит, вот так, как пишут они, казаковал в этих источниках. Барымтой занимался. Вот. И, так скажем, видать, он немножко и грабил там кое-что вот, по молодости. В общем, батыр был. Вот я про это узнав, я подумал, почему-то странно у него только, на казахов похож у него такой этот образ.
Потом дальше я когда почитал еще о нем, значит, информацию, там было описывалось, как он принимал у себя в Ставке, в Бухаре или где-то в Самарканде, где, значит, иностранных послов с Европы. И вот это европейские послы описывали, значит, трапезу, которую он устроил, ну, пир, который он устроил в этом, значит, там у себя в Ставке. И там была трапеза, такое описание, да, я так почитал, я понял, что это как казахское было это, значит, как казахский той, можно сказать. Там, во-первых, было написано, значит, в шатрах они были, сидели, то есть в юртах, неде, киіз үйде. И, значит, подали там, когда принесли пищу, там было много, говорит, мяса и мало хлеба. И, понимаете, много мяса, мало хлеба – это бешбармақ сияқты нәрсе ғой. У нас, например, на севере Казахстана, например, мясо иногда и без хлеба кушают. Қамырсыз, да, қамыр салмай жей береді. Просто мясо положат и кушают, могут и так кушать. Вот, или там, если положат, допустим, тесто, то немного у нас ложат. Так вот, вот там, когда описали про Амира Тимура Тамерлана, когда у них там трапеза, прием пищи был, и это много мяса и мало хлеба там пишет вот этот посол европейский. Ну, для них это, ну, редкость там была. Потом, говорит, принесли, говорит, это там молоко, говорит, кобылиц, говорит. Было много, говорит, молока кобылиц. Это қымыз ғой біздің, қымыз. Я вот это почитав в те времена, ну, лет 20 назад это было, про себя так подумал, странно, вот, вроде Тамерлан, там, Амир Тимур, вроде там узбек, там, как бы, интересно, как по-казахски себя ведет, қымыз пьет, короче, и этот барымтой занимается, бешбармак кушает, что-то так для меня было немножко это, ну, смешно немножко для себя было. Ну ладно, я так особо потом дальше на это не акцентировал внимание. Вот я через много лет, я вот с этим сейчас сталкиваюсь, да, вспоминаю это все. И я теперь понимаю, что Амир Тимур вообще, он, скорее всего, вот был именно кочевник. Вот говорят же, да, там в те времена, там 14 века, 13 века, кочевые узбеки были. Я как бы для себя делал вывод, что кочевые узбеки это, скорее всего, там казахи, которые там с узбеками вместе там жили, ну, занимались скотом, ну, кочевые были. Я так думал. Вот. Я теперь сейчас понимаю так, что вообще Амир Тимур, вообще Тамерлан, он раз барлас, из рода барлас, и его, значит, внуки делают, значит, строят там эти мавзолеи на земле асов, ой, получается. Не просто так. Я так понимаю, что он, скорее всего, наверное, он кыргыз, получается. Он, наверное, из рода азык вообще. Теперь смотрите, почему я так думаю еще дальше разовью. Когда, значит, я в этих исследованиях про Чингисхана, значит, читал, значит, родословную Чингисхана приводили. Потом вот как раз про Тамерлана тоже читал, когда. И вот были такие труды, где описывали тоже их взаимосвязь Чингисхана и Тамерлана. И вот некоторые эти, значит,
ученые или там кто это писал, исследователи, они писали, значит, выводили родословную Чингисхана и Тамерлана и приводили их к одному предку, представляете? То есть они писали так, я на память просто, значит, приведу, что Чингисхана они выводили от Кабыла. Вот прапрадед Чингисхана был Кабыл, а этого прапрадед этого Тамерлана, он был Кажул, писали они. Вот понимаете, Кабул и Кажул. Кабул и Кажул писали. Вот так исследователи писали. Вот сейчас я вспоминая эти, значит, работы, труды, я понимаю так, скорее всего, опять-таки искаженные названия. Вот эти Кабул, это, скорее всего, был вот этот Абыл, а Кажул, то, что они писали, это, скорее всего, наверное, Азык вот этот был. То есть они и там, значит, первую букву исказили, Х сделали. Это, мне кажется, вот эти персиды, и арабы-персиды, они любят там К прибавлять, там Кабыл, там Кажул писать там. И букву З они на Ж, наверное, исказили. Азык, там, Ажике, Кажул, наверное, написали. Но факт то, что они выводят их от одного предка, понимаете? Вот этот момент они... правда, они пишут, что как будто бы они были этими близнецами, братьями, вот эти Кабул и Кажул. Вот такой момент был. Вот поэтому почему я думаю, что Тамерлан это кыргыз, потому как его вот предка как раз выводят как общего предка тоже с Чингисханом, их к одному предку подводят. И, скорее всего, вот как раз вот эту родословную, которую я показываю, вот от Иль-Сауби дальше как раз они и ветки вот эти расходятся. Вот. А был Азык, там, Албан, Санжар. Вот. Ну, факт то, что Чингисхан, он действительно вот от Абыла вот этого происходит. Вот Улужис, он же как раз от Абыла дальше родословную ведет. И Чингисхан по родословной, он 25-е колено Жалаира, как раз этого потомка вот этого Абыла. Вот я почему думаю, что вот Тамерлана тоже к нему как к родственнику с одного предка происходит, они пишут, наверное, имеется в виду именно вот эта родственная связь. Вот, что я хотел тоже вам сказать. Вот, и вот то, что асы как раз и есть тот народ асы, по которому ведет название нашего континента Азия. Это и есть вот это как раз потомки рода Азыка. Видать, так сильно распространились по всему континенту Азии, что назвали аж на
континент их именем назвали. Асия, асы, азы. Потом я еще момент хотел сказать, что вот это говорят же, Азия, например, или там Галия, там, или там Италия, например, и так далее. Вот когда вот заканчивается название на «ие», ой, на «ия», вот, ну, например, Россия, вот, когда на «я» заканчивается, это, скорее всего, от слова «е», то есть хозяин, владелец. Вот Асия, например, или Азия, Азие, то есть владелец Аз, то есть принадлежит асам или азам. Галлия, Галия – это владельцы Галы. Вот. Бургундия, Буркун-ие, владелец Бур и Кун. Вот Ария, например, Ария, владелец Ар-ие. Вот это все оттуда корни ведут названия такие. Это вот говорит о том, насколько древний вот род, значит, происхождения от казахов, который ведет от своего предка казах, и многие, так скажем, названия, топонимика земель и вод по всему евразийскому континенту ведет свое начало от нашего автохтонного языка, древнего языка казахов. Вот. Так, ну, наверное, пока что вот это я хотел в этом ролике рассказать, изложить. И, так скажем, пока что, наверное, все, если я что-то не забыл. Ну, ладно. В общем, слушайте и, так скажем, анализируйте. Анализируйте мое сказанное, подумайте, посмотрите на материалы, на которые я ссылаюсь. Вот. И попробуйте, если попробуйте опровергнуть мое сказанное. Вот. Чтобы опровергнуть то, на что я ссылаюсь, вам придется опровергнуть эти первоисточники, на которые я опираюсь. То есть вам надо будет доказать, что, вот, например, Казбек Тавасарлы, он в своей книге написал, допустим, там неправду, врет он, например. Вот. Попробуйте это опровергнуть, докажете, что он врет, тогда докажете, что я, допустим, ошибаюсь, ссылаясь на него. Вот такие вещи. Вот. Будьте здоровы, не болейте. Давайте, до новых встреч в эфире. Потом я как-нибудь хочу рассказать подробно про вот этого нашего предка Арыса, Анарыса. Хочу большой такой материал, все, что я о нем насобирал. Интересно, очень интересные там вещи. Хочу сделать отдельный ролик, прямо и посвященный именно ему. Он, так скажем, один из наших первопредков всех казахов, нынешних казахов. Не только нынешних казахов, это я, так скажем, вру, не только наших.
Он предок многих-многих народов нашей Евразии. Но об этом потом, когда его коснется, вот в ролике про него я обо всем расскажу. Давайте, будьте здоровы. Аман сау болыңдар.